Сильнейший маг, представляющим 400-е годы календаря бронированного дракона, бог образования, который произвел революцию школьной системы и образования. От производственных мечей до образовательных книг его имя раскидано по всему миру. Рудеус Грейв. Лишь в 23 года он стал 7-м рангом среди 7 великих мировых сил. И в этом видео мы расскажем о всех его павер-апах. Являясь потенциальным сосудом для реинкарнации бога демонов Лапласа, Рудеус имел безграничный лимит увеличения маны с самого рождения. К 5 годам, освоив 4 элемента магии высшей ступени, он получает от Рокси на день рождения магическую палочку, усиливающую заклинание, на следующий день овладев магией священной ступени воды. К тому времени, когда Рудеусу исполнилось 9 лет, он обучился говорить на нескольких языках: магического бога, бога зверей, боевого бога, который он выучил, когда обучал Эрис. Он хотел выучить также и языки бога неба и бога моря, но не мог найти никакого учебного материала. На свое 10-летие Рудеус от Эрис получает посох, усиливающую многократно его магию. К моменту начала приключений с Руиджертом он освоил магию исцеления. Однако, это ничто перед тем, что он в 11 лет получил демонический глаз предвидения от Киширики Киширису, овладев которым он стал способен одолевать запросто Эрис. К 15 о нем слыхали все на северной части центрального континента и даже за пределы него. А маги по прозвищу Болотный, который способен с легкостью убивать красных драконов атаками магии Земли, которую он стал в основном использовать. И его с радостью брал элитный магический университет Раноа, в который он уже поступив, лишь одной атакой разнес владыку демонов Бодигади. Но этой силы ему было недостаточно, чтобы убить Гидру, которая забрала Пола и его левую руку. Шли даже слухи, что Рудеус сражался с многотысячным войском, ибо как мог кто-то настолько сильный потерять руку, взамен которой в скором Заноба сделал искусственную, которая способна вылететь как ракетный удар. В 17 лет Рудеус становится магом класса водного короля, благодаря обучению Рокси, демонстрируя в сражении уже Сатофы, владыкой демонов, магию королевского уровня, электрошок. Узнав о будущем, где все его родные умерли, в который ведет его лживый, самозваный бог Хитагами, где он, потеряв все, ради мести смог убить Перугиуса, использовав 40% его силы, овладеть магией гравитации, исцелением божественного уровня и богом битв золотой брони. Ему Хитагами поставил ультиматум: либо он убьет Орстеда, или его семье Габелла. Итак, первым делом написав письмо Эрис о своих чувствах и куда он направляется, он к сражению с Орстедом заручается помощью друзей. Заноба и Клифф совместно в сотрудничестве создают магическую броню МКС-1, о которой шла речь из будущего, имеющую мощи подобной силе 7 великих мировых сил. Рудеус же создает мощный каменный магический пулемет Гатлинг, выпускающий 10 каменных пуль в секунду. Он был прикреплен к правой руке МКС-1, к левой же был прикреплен щит с камнем, поглощающим магию. В сражении с Орстедом Рудеус начал с совмещения магии ядерным взрывом, который легко уничтожил деревню. Даже когда Орстед открыл первые врата дракона, чтобы значительно снизить их мощность, взрыв по-прежнему был наполнен силой, аналогичной Лапласу. Получив ответочку, органы в кашу, броня Рудеуса за секунду исцеляет его. Однако, получив таких ударов несколько, он уже валялся у ног Орстеда. Но вдруг перед ним появляется Эрис, о павер-апах которых, как и других жен, мы расскажем в другом видео. А эта битва закончилась тем, что Рудеус стал подчиненным бога драконов Орстеда, благодаря которому его семью, как и знакомых, не убьет Хитагами, главный антагонист сериала. В какой-то момент Рудеус улучшает МКС-1 до МКС-2, полный комплект, который можно было разделить на части рук, ног и туловища. Если его носить, он может обеспечить физические способности, аналогичные способностям фехтовальщика святого ранга. Помимо этого, у этой модели был свиток веры, имеющий громоздкий вид в стиле стимпанка со сложенными свитками, готовый к активации. Если магической силой нажать кнопку возле талии, автоматически активируется соответствующий слот со свитком. У каждой руки есть 5 слотов с 10 типами. Дабы противостоять практикующему стилю бога воды, Рудеус по предложению Орстеда разрабатывает дробовик, улучшенную версию пистолета Гатлинга, суть которого заключается в том, чтобы стрелять из нескольких каменных пушек одним выстрелом. Прежде чем отправиться в королевство Асура, дабы помочь Ариэль стать королевой, Рудеус получает от Орстеда одеяние племени дракона, серию мантии, которую носила великая мудрец Титяна 1000 лет назад. Она обладает значительным сопротивлением магии и высокой защитой от лезвий. Надев ее, вес владельца уменьшается вдвое, получая также возможность двигаться со скоростью ветра. Когда Рудеусу исполнилось 20 лет,
Он участвовал вместе с Зановой в альянсе с Паксом в оборонительной битве королевства Широн. В сражении с армией, пришедшей с севера, у форта Корон, войско убитых им легко перевалило за 10 тысяч. Помимо того, тогда бог смерти Риндольф, подчиненный Пакса, подарил Рудеусу костяное кольцо Лаксуса, дабы показать и заслужить благосклонность Киширики. Кольцо работает, используя смерть человека, на которого владелец кольца больше всего полагался. Духовная форма кольца – грязно-черный скелет с короной. Да, в пончик Киширики, когда она была захвачена Атофе, он получил в награду за это ясновидящий глаз, позволяющий видеть так далеко, как это возможно, в зависимости от влитой маны в него. Заручившись поддержкой для сражения с апостолами Хитагами, Рудеус получил титул Героя за победу над королями демонов Бодигади и Атофе, победив последнюю общими усилиями с Эрис и улучшенной магической броней, благодаря которой он достиг боевой способности фехтовальщика святого класса. Для решающей битвы против апостолов Хитагами Рудеус создает магическую броню МКС-0, которая более сильнее МКС-1, хотя расходует вдвое больше маны. После того, как северный бог Калман III и бывший бог меча Галфарион отрезали Рудеусу обе руки, плоть Атофы, которую та подарила тому, присоединилась в виде рук Рудеуса. Они выглядят черными, как обсидиан, и твердыми, как камень. Рудеус описывает их как более прочные, чем протез руки Зарифа. В 23 года, во время последней битвы против апостолов Хитагами, он победил бога Севера Карумана III и стал 7-м рангом среди 7 великих мировых сил. В дальнейшей своей жизни Рудеус исследовал и разрабатывал различные типы магии и магических инструментов, создав с друзьями магические искусственные руки, которые помогали многим беднякам или авантюристам, которые не могли получить исцеляющую магию святого или королевского уровня. Напиток для восстановления маны. Закончив период, когда мечники были самыми сильными. Магические куклы. Собственным умом. В последние годы своей жизни Рудеус использовал магическую броню МКС-3, высота которой была чуть больше 2 метров, а также имела возможности, такие как у МКС-1. Данная магическая броня позже стала основой для массового производства серии универсальных магических доспехов. Умер Рудеус 481 года, от старости в возрасте 74 лет. В последние минуты жизни его окружали дети и внуки. Сильфиета Грейрот объявила миру о его смерти. За всю жизнь Рудеус помог многим людям, что на его похороны пришло более 5000 человек. После смерти он встретился с Хитагами в облике Рудеуса Грейрота. На мерзкие, провоцирующие слова Хитагами он отвечал спокойно, ибо, как он сказал, его время подошло к концу. Своих детей он воспитал достойно, так что какие бы ни были у них трудности, они справятся. Обычно душа превращается в ману, затем смешивается с другой маной и в конечном итоге в том или ином виде возвращается на Землю. Однако Рудеус не из этого мира, так что даже Хитагами не знает, что с ним произойдет. Тем не менее, на его глазах душа Рудеуса растворялась и, вероятно, смешалась с другой манной. А если ты хочешь знать больше о вселенной аниме «Реинкарнация безработного», то следи за новыми видео, подписавшись на канал. И не прощаемся!